Сегодня замечательная тема нашей передачи. Мы опять же занимаемся джинсами. Что мы будем с ними делать? Итак, у меня идея такая. Свои старые надоевшие джинсы я хочу переделать в летнюю юбку для своего отпуска. Что для этого нужно? У меня есть замечательная ткань, которую я выбрала по своему вкусу. Это рисунок. Мне это очень нравится. Это тонкая ткань, воздушная. То, что надо для лета. Плюс я позаботилась и купила подкладку. Подкладка у меня тоже хлопчатобумажная, очень хорошая, чтобы мне жарко не было. И плюс, самое главное, это джинсы. Да, эти самые джинсы. Я их носила очень-очень долго. Я их использовала при другой работе. Я отрезала, просто их кромсала, расширяла другие штаны. Все, что мне просто в голову приходило. Сегодня у меня осталось, что у меня от них осталось? Это только часть. Но опять же, эту часть я буду сегодня использовать и показывать вам, как сделать классную юбку. То есть у меня все есть, можно начинать. Итак, чтобы сделать нашу юбку, нам необходимо снять одну единственную мерку. Какая же будет эта мерка? Мы снимем длину изделия. Как ее снять, длину изделия? Одеваем джинсы на себя. Вот. Теперь сбоку, самое главное, вниз опускаем нашу сантиметровую ленту. У меня будет макси-вариант, поэтому я хочу, чтобы это была длина макси в пол. Вот так я хочу. Вы можете выбрать что-то более коротенькое, это уже дело вкуса. Итак, я опускаю от линии джинс, от линии пояска в бок, вниз. Все, что мне нужно. У меня длина выходит 108. Отлично, для вас может быть другие мерки. Итак, что же еще? У нас верхняя часть – это джинсовая часть, а нижняя часть – это тканевая. Я зрительно определяю, какая же будет длина баски. Итак, для меня это там, где заканчивается замок. То есть примерно 10-15 сантиметров. Для всех, для каждой это будет разная длина. Учтите это. Что делать с этими мерками? Здесь 12, длина 108. Что же делать? Теперь я беру 108 минус 12, и получается длина тканевой отделки. Вот и все. Итак, первый этап – мы работаем с баской. Мы имеем наши джинсы, нам нужно сформировать верхнюю часть. Что для этого я делаю? Я знаю, что для меня лучше будет всего это там, где заканчивается мой замочек. Он у меня такой маленький, заканчивается вот тут. И я хочу, чтобы у меня кусок вот этот был в шов, чтобы я смогла его зашить, то есть припуск. И я рассчитываю отсюда, от центра, вот у меня центр – это наш замок, мы всегда об этом знаем, и начинаем отмерять вашу мерку, какую вы для себя выбрали, для вашей баски. 12 сантиметров, 15, 17, у всех будет по-разному. У меня это 14 сантиметров. Ставлю нашим портновским мелком нашу засечку 14 сантиметров. И теперь от пояска, от верхней части я отмеряю до бокового шва с одной и с другой стороны ровно 14 сантиметров. Итак, поехали. 14, 14. И здесь тоже 14. То же самое с другой стороны. 14. И по кругу. С передней части у нас выходит 14 сантиметров уже отмеренных. Что делать? Теперь я беру и линейкой соединяю эти линии. Это то, что касается передней части. Вот так это будет выглядеть в вашем случае. То есть немножко она даже будет у нас закругляться. Нам нужно сформировать очень красивый вот этот наш срез. То есть у меня вот он будет такой. Если у вас вот это вам мешает, я немножко подпорола, вы можете оставить. Все в зависимости от длины вот этого шва. Если он вам мешает, он у вас скривленный из-за того, что у вас были джинсы, лучше подпороть и наложить одну детальку на другую. Вот таким образом, как у меня. То есть я это сделала. Линию я уже начертила. И это у меня будет линия, где мне будет притачиваться нижняя часть. Плюс мне нужно помнить о том, что у меня будет припуск на шов. Для чего нам нужен припуск для шова? Чтобы притачать нашу нижнюю часть к нашей баске. Я отмеряю ровно 1,5 сантиметра от готовой линии. Итак, 1,5 сантиметра. Не забываем и проходим, ставим засечки по кругу. Итак, 1,5, 1,5, 1,5 по всей передней части. Очень просто.
от бокового шва до бокового шва. Теперь следующая, вторая линия, это линия среза. Формируем ее. Вот она у нас будет вот такая. Вот это линия среза, это линия притачивания нижней части юбки к нашей баске. Итак, у нас готова передняя часть, переходим на заднюю часть. Чтобы перейти к задней части, я складываю боковыми швами, соединяя. То есть вот в таком виде у вас должна ваша юбка теперь быть, будущая юбка, пожалуйста. Итак, здесь мне нужно немножко подойти по-другому. Я не хочу, чтобы у меня была задняя часть коротенькая. Я хочу, чтобы она немножко была длиннее, чтобы она лежала сзади красивее. Для этого я хочу просто продолжающуюся линию вот так провожу, вот таким образом, от боковой засечки нашей меловой, через карман. Он мне не нужен будет, этот карман. У меня останется в готовом виде только вот эта часть. Кто-то может распороть часть кармана, потом притачать к нижней части. Ваше право, ваш вкус. Мне это не нужно. Я так не люблю. Итак, сделала первую линию. Вот она у нас здесь. И вторая линия, линия среза на 1,5 сантиметра. То есть мы соединили, у нас получилась одна линия. Все это мы сейчас смотрим сбоку. Это бок изделия, боковая часть. Половинка переда, половинка задней части. Вот так у нас должно выглядеть. Теперь мне нужно это перенести на другую половинку, чтобы у меня по кругу я все могла красиво отрезать. Что я делаю? Они у меня сложены хорошо. Центральный шов вот у меня вот здесь у меня шов тут, где у меня замок. Я скалываю иголками, чтобы у меня не было сдвигов. Чтобы не было сдвигов, вам нужно уравнять по линии пояска. Пожалуйста. Вот таким образом. Швы соединяю. Один и другой шов. Отлично. Вот так. Все хорошо, ничего у меня не сдвинется. И теперь я должна отрезать по линии среза. Вот и все. Вот, были джинсы, вот что от них осталось. Теперь мне эти иголки не нужны, я их вытаскиваю. Классно все. Вот такая у меня будет маленькая, хорошенькая баска. Отличная. А здесь у меня будет богатая ткань, красивая ткань, которую я выбрала. Да, я ее одену и поеду в отпуск. Вот. Вот мы их отрезали. Конечно, мы их никогда не выкинем. Они нам пригодятся, клочки хорошие. Мы их будем использовать для другой работы. А вот это сзади. Вот у нас так она будет выглядеть. А вот это у нас впереди. Прекрасно. Здесь у меня есть карманы. Я не хочу, чтобы у меня была лишняя толщина для моей летней юбки. Я их хочу убрать. То есть в дальнейшем я их вот здесь прострочу по шву кармана. И излишек просто отрежу и обметаю очень красиво. Не хочу я лишнюю ткань внутри. У меня теперь другой вид этих бывших джинс. Теперь для меня это юбочка. Она должна быть летняя, она должна быть воздушная. Итак, с этим этапом мы закончили. Теперь приступаем к нашей цветной ткани. Чтобы определить, какое количество ткани мы используем на нижнюю часть, нам нужно сделать следующие замеры. То есть вы складываете вашу баску таким же образом, как вы ее резали. И от средней линии до бокового шва вы делаете один замер. В моем случае это 22 сантиметра. Для вас, у кого какой размер, может мерка меняться. У кого-то может быть больше, у кого-то может быть меньше. Итак, что мы делаем? Записываем вашу мерку. И чтобы определить объем ткани, вам нужно это умножить на 2,5 раза. То есть вашу мерку на 2,5. Это мы сделали для передней части. То же самое мы проделываем с задней частью. Измеряем от бокового шва до центра. В моем случае это 28. В вашем случае будет что-то другое. Опять же, все зависит от вашего размера. И то же самое помножили на 2,5.
То есть таким образом мы определим, сколько ткани мы будем для задней половинки нашей юбки использовать. Таким образом мы определили объем, что же будет у нас снизу. Мы знаем наши результаты, это наш следующий этап, которым мы будем заниматься сейчас. Крой нижней части. Чтобы определить, сколько тканей нам потребуется, мы сделали по баске необходимые замеры. Мы их помножили в 2,5 раза. Мы рассчитали, сколько тканей пойдет наперед, сколько тканей пойдет назад. Я вам забыла сказать, какая же будет длина, как же рассчитать эту длину. То есть ваша длина изделия минус длина вашей баски. Эта разница даст вам вашу длину нижней части. Все просто. В моем случае это 94 сантиметра. Когда я покупала ткань, я уже знала, какая у меня будет длина, и я взяла две длины. Это очень важно при выборе ткани. Чтобы перенести измерения, которые мы сделали для нашей баски, на нижнюю часть нашей юбки, я для этого сложила свою ткань красивую лицевой стороной внутрь. И все свои сейчас чертежи, замеры я буду делать уже с изнаночной стороны. То есть я уравняла по кромке, сложила вот таким образом. То есть получилось у меня, скажем так, вот 4. Две длины, 4 мы сложили. Вот, пожалуйста, вот таким образом. То есть что я сделала? Вот так вот я ее сложила кромками напополам и уравняла, чтобы у меня не было перекоса. Вот таким образом по кромочке. Вот все. У меня уже готово все для моего следующего этапа. Это этап раскроя нижней части. То есть мы уже сняли мерочку, которая у нас определила длину нашей юбки, нижней части вернее. Не забудьте сделать припуск. Припуск я использую для низа 2 сантиметра и для верха, который у меня будет притачиваться к моей баске, 1,5 сантиметра. Итак, моя длина, моя разница, которую мы сделали, длина изделия минус баска, это 94 сантиметра. Для вас, как я уже сказала, может быть совершенно другая длина. Но мы всегда помним, что нам необходимы припуски. Плюс 2 сантиметра на низ, плюс 1,5 сантиметра наверх. И у меня получился результат 97,5. То есть я сверху от сгиба вниз отмеряю 97,5. Вот так. И ставлю одну засечку. И это у меня мерка определяет длину всей моей уже готовой юбки. И, естественно, нижней части, которая у меня цветная, красивая. Теперь, следующий мой этап, мне это неудобно, то, что у меня здесь сгибы, я хочу очень ровно это срезать и работать уже с каждым куском отдельно. То есть я ровненько срезаю свой сгиб. Так вот. Я его отрезала, этот кусок мне не нужен. И использую, вот у меня разделился на две части. Сейчас я буду сначала делать переднюю, а потом я буду заднюю часть. Опять же, я складываю по долевой, по кромочкам, лицевой стороной внутрь, уравниваю по сгибу. Очень хорошо, все ровненько. Тоже контролируйте себя, чтобы у вас не было никаких перекосов. У меня их нет, и у вас не будет. Итак. Теперь мы помним, что мы сняли мерку, которую по нашей баске мы снимали и умножали в 2,5 раза. Мы это помним, и у нас идет мерка для каждого, конечно, она будет своя. Вот эту мерочку мы откладываем на ширину, то есть по верхнему срезу мы откладываем нашу уже готовую величину. У меня это 55 сантиметров, от сгиба 55 сантиметров, вот так вот. И ставим засечку. Итак, начинаем работать с передней частью. Мы помним, когда мы делали замеры передней части, мы получили определенную величину.
То есть что мы делали? Опять возвращаемся к предыдущему этапу. Мы померили от центрального шва до бокового шва участок. Нам он дал определенную величину, и мы ее помножили в 2,5 раза. Вот это измерение, которое результат получившийся, это будет ваша ширина вашей передней части. То есть вам нужно сверху по линии среза отмерить этот участок, какой же результат у вас получился. В моем случае 22 умножить на 2,5 дало 55 сантиметров. Сейчас я буду от линии сгиба откладывать 55 сантиметров. Это будет ширина моей юбки, ширина передней части. Итак, что я делаю? Вот у нас сгиб. Откладываю 55 сантиметров и ставлю засечку. Это ширина передней части. То есть мы помним, что мы измерили переднюю часть нашей баски и умножили в 2,5 раза. Результат для каждого был свой. В моем случае это 55 полученный результат. Я откладываю от центра, от сгиба 55 сантиметров на ширину. Тем самым я уже ее определила. Вот она моя ширина. Вот такая у меня будет передняя часть. Итак, сверху мы отметили часть, определяющую нашу ширину. Теперь нужно то же самое сделать с нашей длиной. То есть мы нашу мерку сверху перемещаем вниз. Каким образом? То есть тот же самый замер от низа, который мы отметили с учетом на припуске, мы проводим горизонталь параллельно линии среза. По этой линии мы будем знать, что наше изделие будет заканчиваться. Таким образом. Теперь вы запомнили, сколько вы отметили сверху. То же самое вам нужно отметить от сгиба по новой линии. В моем случае это было 55. В вашем случае будет ваша мерка. Эта мерка, вы помните, помноженная в 2,5 раза, измеренная вот здесь, на нашей баске. Результат, который нам дал ширину нашей юбки. То есть 55 у меня здесь, то же самое я переношу сюда. 55. Вот так, от сгиба. Это центр изделия. Мы это делаем. 55. Где 55? Вот здесь. Следующая засечка. Определили ширину низа юбки. Отлично. Продвигаемся дальше. Теперь, проведя вот эту линию, которая обозначила нашу ширину, мне вот этот кусок, он не нужен. Я сразу же от него избавляюсь. Я срезаю. Вот, все. Мне ничего не будет мешать. До конца, конечно, это нужно сделать. Все, избавились. Теперь шириной мы закончили переднюю часть. Эти две точки, верх и низ, вам нужно соединить. Если у вас маленькая линейка, сделайте еще один замер. Та же самая величина. Соедините 3 точки. Если у вас есть большой профессиональный метр, соедините эти 2 точки. Это будет линия бокового шва, линия среза. Теперь я соединяю эти наши 2 точки, формирую наш боковой шов. Мелочком, по линеечке, вот так. Закончили. Не забудьте, пожалуйста, сделать припуск. Припуск вам нужен будет потом, чтобы не сузилось изделие. Мы всегда помним, когда шьем что-то, что у нас необходим припуск. Для бокового шва могу сделать 1,5 сантиметра, могу сделать 1 сантиметр. То, что вы сделаете сейчас с передней половинкой, такой же припуск, абсолютно такой же, вы должны учесть и для задней половинки. Итак, 1,5 сантиметра, хорошо, пусть будет 1,5. 1,5 сантиметра. Отмечаем. Параллельно этой линии бокового шва соединяем вот таким образом и проводим линию. Вот все. Линия шва и линия среза. Сейчас мы вот здесь отрежем, и у нас готова передняя часть. После того, как вы отрезали низ
как вы отрезали боковую часть, вы ее сформировали. Не забудьте поставить на сгибе, где у вас сгиб изделия, одну засечку, центр. Вот этот центр, он будет соединяться с центром переда баски. Вот таким образом. Это очень важно. Вот я здесь срезаю. Итак, теперь мы должны определить ширину задней части юбки. Как сделать это? То же самое, как мы по такому же принципу работаем, как мы делали переднюю, нашу половину, переднюю часть. Итак, мы сделали, вы помните, мы сделали один замер. От бокового шва до центрального шва получили определенную длину вот этого участка. Мы его помножили на 2,5 раза. Тем самым мы определяем ширину задней части юбки. Ваш результат измерения, помноженный в 2,5 раза, даст как раз вот эту величину, которую мы от сгиба сейчас отмерим. В моем случае это было 70 сантиметров. Для каждого из вас будет все аналогично вашей модели, вашим джинсам, для вашей баски. Итак, я отмеряю от сгиба изделия 70 сантиметров. Так, ровно 70. Вот у меня стол немножко не вмещает. И у меня получается, что вся ширина уходит на заднюю часть. Вот таким образом. Я ставлю засечку. То же самое. Мы определили ширину поверху. Теперь нам нужно эту мерку перенести вниз. Та же самая мерка используется для ширины низа вашего изделия. Итак, отмеряем от сгиба ваше измерение. В моем случае это 70 сантиметров. Вот у меня она почти вся ширина уходит. Вот так. Линии, вы помните, мы должны соединить. Таким образом мы формируем боковой шов. Соединяем эти отрезки. Начало и конец. Итак, я это делаю. Я соединяю эти линии. И тем самым я получила боковой шов своей юбки. Мы помним, что мы обязательно делали припуск, который мы сколько оставили? Ровно 1,5 сантиметра. То же самое сделайте и с задней частью вашей юбки. 1,5 сантиметра. Отмеряйте. Соединяйте. Делайте новую линию. Излишек срежьте. Сейчас я его буду срезать. Теперь мы получили готовую ширину нашей юбки с задней части. То же самое, длину, которую мы уже измерили, которую мы уже провели линию, которая формирует низ нашего изделия, излишек, мы должны срезать. Я его срезаю. Готово. Еще один момент. То же самое, когда вы работали с передней половинкой, вы сделали по сгибу центральную засечку. Это центр задней части. То есть она у вас будет соединяться вот именно с этим центральным швом. Очень важно, по сгибу делаем маленькую засечку. Наши детали кроя готовы. Теперь мы будем приступать к машинным работам. Итак, детали кроя готовы. Теперь мы переходим к машинным работам. Что делать? Первый этап: мы должны соединить наши детали кроя. То есть нашу заднюю часть юбки и переднюю часть юбки. Мы должны ее уравнять вот таким образом. Там, где у нас наши срезы, мы уравниваем, ставим иголочки в начале. Пожалуйста, у нас все есть. То же самое с другой стороны.
уравняли, то есть мы соединяем, и по нашей линии мы должны сделать машинную строчку. Приступив к машинным обработкам, выбирайте нитку в цвет вашей ткани и начинайте строчку. После того, как вы прострочили ваши швы, вам теперь необходимо их обметать. После того, как швы обметаны, мы делаем низ, подгибка и строчка. Низ готов. Теперь переходим к верхней части юбки. Это наша сборка. Для того, чтобы создать сборку, мы переходим к верхнему срезу нашей юбки. Чтобы его сделать правильно, нам нужно, отступая 1 см от среза, проложить одну строчку вокруг всей юбки. Следующий этап – это вторая строчка, которая на полсантиметра будет ниже предыдущей. Закрепки в этом случае нам ставить не нужно, потому что за нитки мы будем тянуть и создавать нашу сборку. После того, как мы с лицевой стороны прострочили наши строчки для сборки, с изнаночной стороны у нас остались нитки. За эти нитки мы должны потянуть и создать нашу сборку, которая должна быть равна ширине нашей баски. Вот и все. Итак, вот таким образом, очень просто. Вытягиваем нитку и поправляем ткань. Вот таким образом. Продвигаемся по всей ширине юбки. Очень хорошо. Делаем достаточно густую такую сборочку. Будьте аккуратны, чтобы у вас не порвалась нитка. Это тоже очень важно, потому что не достигнете такой равномерности вашей сборки. То есть у вас должна быть вся нитка, которая дает вот эту сборку, вся стянута, очень-очень красиво, равномерно. Потому что это создаст баланс вашего изделия, то есть оно будет красиво смотреться, чтобы у вас не было потом где-то больше, где-то меньше. Все должно быть одинаково вокруг. Так, продвигаемся, подтягиваем нашу ткань. Вот так вот. Здесь то же самое проделываем с другой стороны, потому что ширина достаточно большая в моем случае. И я, чтобы не порвалась нитка, делаю это с двух сторон. Вот таким образом. Формирую складочку. Вот так вот. Вот так. Вытягиваю все. Слежу за равномерностью. Почти готово. Почти. Остался небольшой участок. Совсем-совсем маленький. Вот здесь уже дошла до бокового среза. Вот. Так, так, так.
случайно не порвалась ваша нитка. Вот так вот. Итак, со сборкой мы почти закончили. Готово. Итак, у нас готовая нижняя часть и готовая верхняя часть. Теперь нам нужно соединить верх с низом. Что мы делаем? Верхняя часть у нас наша баска вот таким образом на нас смотрит. Мы ее, опять же, всю у нас работу, она у нас сбоку была, мы ее видели. То же самое мы проделали с нижней частью. То есть мы соединили, как у нас было при раскрое. То есть боковые швы у нас вот здесь у нас середины. Теперь, что мы делаем? Нам нужно соединить нашу юбку с нашей баской. Мы помним, что мы сделали контрольные засечки центра. То есть эти центры должны сейчас совпасть. Также боковые швы на нижней части юбки должны совпасть с боковыми швами нашей баски. Я это делаю таким образом. Начиная с бокового шва здесь, переворачиваю наизнанку и соединяю. Теперь центр, задняя часть, соединяю иголочкой. Опять перехожу к боковому шву, соединяю. И продвинулась к переднему шву. Засечка с передним швом соединяется. Теперь вот эта сборка, нам ее нужно уравнять со срезом баски. То есть мы несколько иголок должны вставить, чтобы у нас все было ровненько. Начинаю это делать. Продвигаюсь по всей длине. Поправляю нашу сборку, опять же ее формирую еще раз, контролирую, насколько и плотность, чтобы она была равномерная везде, по всей ширине. И также по всей ширине я прохожу иголками. Вот таким образом. Закрепляю. Вот это закрепление поможет мне при уже соединении нижней части юбки с верхней частью. Одновременно формирую нашу сборку, чтобы она у меня была вся ровная, полностью по кругу иголочки. Все просто. Продвигаемся. Распределяем ширину. Всей нашей поверхности. Контролирую все сборки, чтобы они не были равномерные. Пальцами раздвигаю. Все, отлично. Все готово. Вот. Теперь я готова проложить закрепляющую строчку. Эта же строчка, она у меня будет строчкой соединения моей джинсовой баски и цветной юбки. Я ее прокладываю под двумя строчками сборки, немножко ниже. Вот и все. Закрепляющую строчку я ставлю под двумя строчками, которые делали сборку. После того, как мы соединили нашу нижнюю часть юбки с верхней частью юбки, у нас вышел вот такой результат. Итак, у нас почти все готово, нам осталось здесь обметать наш срез. Но для меня, в моем случае, мне очень нравится юбка, чтобы была к ней небольшая подкладочка. Вот у меня такой есть белый кусок ткани, тоже он очень легкий, простой, тонкий хлопок, тончайший.
я хочу ее тоже сюда поставить. Тоже у меня будет тот же самый принцип. У меня длина, которую я желаю, я использую короткую длину, вы можете использовать любую длину. Для меня вот этого достаточно. Сколько у меня здесь? То есть у меня здесь 52 сантиметра. Это все вместе с низом и вместе с верхом, с припусками. То есть я ее сделаю в один шов. У меня будет один шов соединения. Это строчка бокового шва. Она будет всего лишь одна. У меня будет с одного края. То есть верхний край, верхний срез я просто соберу. У меня будет уже, конечно, не такая пышная сборка. У меня будет легкая сборочка. То есть тот же принцип. Прокладываете здесь стачивающий шов, обметочную строчку. Делаете, прокладываете 2 строчки, которые дадут вам сборку. И обрабатываете низ. И потом уже по готовому, по готовой юбке, по срезу, то же самое прокладывайте соединение, шов, соединяющий подкладку и юбку. Итак, подклад у меня готов. Он не такой широкий, конечно же, как у меня основная юбка. Максимальная мерка, которую вы можете использовать при покупке ткани, при раскрое подклада, это ширина бедер плюс 10-15 сантиметров для свободного облегания. Он все-таки не должен быть в обтяг. То есть верхний срез мы сделали по такому же принципу: легкая сборка, чтобы не было большого объема, чтобы наш шов был немножко тоненький. То есть все у нас готово. У нас в один шов вся эта конструкция идет, у нас будет сбоку. Здесь мы сделали низ, отлично, у нас все готово. Теперь мы соединяем. Как мы делаем? То есть мы одеваем юбку у нас с изнаночной стороны. Вот таким образом одеваем нашу подкладку и соединяем. Я хочу, чтобы у меня боковой шов на подкладе совпал с одним из боковых швов на моей юбочке. Я ставлю иголочку и всю ширину распределяю. Вот таким образом, формируя опять же нашу сборку. Если она у меня слишком широкая, то есть я ее немножко подтяну. Если она у меня слишком узкая, я ее руками немножко расправлю. Полиоплав. Очень просто. Иголочки ставим, чтобы у нас все было равномерно. Вот, почти готово. И подкладка у нас тоже. И мы, в принципе, готовы закрепить подклад. И предпоследний этап, соединить подклад с нашей юбочкой. Вот так вот. Очень хорошо. Все нам нравится, все красиво. Контролируйте, чтобы ваша основная ткань не зажалась, не замялась, случайно не попала под новую строчку подкладки уже. Это тоже необходимо контролировать. Вот здесь расправляйте его так пальчиками. Вот так вот, чтобы у нас все было хорошо. Когда вы формируете вашу сборку, вы уже чувствуете, то есть хорошо там внутри или что-то мешает. Если что-то мешает, еще раз вот так отодвиньте, посмотрите, чтобы у вас не зашло, просто не заживался какой-то случайно какой-то кусочек вашей новой
детали вашей новой юбки. То есть я поставила иголочки, и здесь теперь мне нужно проложить одну строчку. Эта строчка соединит мою юбку уже с готовой подкладкой. Итак, для того, чтобы соединить нашу подкладку с юбкой, мы строчим со стороны нашей баски. Наша строчка, она у нас немножечко идет к срезу. То есть не забудьте, не сделайте ее наоборот к баске. Она идет ниже строчки уже проложенной. Итак, все просто, начинаем. Теперь наш готовый срез нужно обметать. Итак, наша юбка почти готова. И завершающий штрих – это наша отделочная строчка, которая у нас будет со стороны нашей баски. Что я делаю? Я не хочу, чтобы моя сборка с этой стороны была вот такая пухленькая. Я вот этот срез отгибаю вверх, вот таким образом. То есть здесь с изнаночной стороны я отгибаю его вверх, придерживаю и начинаю делать здесь отделочную строчку. Итак, начнем. Ну вот и все, отлично, у меня уже все готово. Что мне осталось сделать? Мне теперь нужно все швы проутюжить, чтобы юбка приняла красивую форму. Вот и все, дерзайте, переделка и шитво, это просто и легко. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, для меня это важно. Пока!